Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. И это продолжение проекта по Audi A4, по ее ремонту и восстановлению. Это далеко не финал проекта, еще будут и технические видео. В этом видео вы узнаете, что мы увидели, когда ее разобрали, какие выплыли проблемы, нюансы, с чем мы столкнулись, что пришлось менять, как делать. Поэтому досмотрите это видео до конца. Вот, собственно, что мы увидели, когда ее разобрали. Ну и как вы заметили по вставке, сзади справа, да, самый неприятный момент, там был удар. Это было заметно при покупке, потому что бампер был притоплен в сравнении с крылом. Там 4 миллиметра даже примерно было уже заметно, что крыло выпирает, а бампер утоплен. Как будто плохо подогнали, но слева идеально все было, поэтому сразу же этот момент заметен. В прошлом видео, если присмотреться, когда вокруг машину снимали, это тоже можно заметить, что бампер так притоплен. Крыло выпирает. Тут все целое, бампер родной целый. Арка тоже родная целая, там ничего не варено. Знаешь, скорее всего, как думаешь, такая криво. Удар все-таки был, либо она ее киданула, она ударилась, либо кто-то, как моему знакомому, газель сдавала назад, только ему в левую арку приехал. Видимо, сварили. Это я говорю, я тебе про это и говорю. А здесь латками и не захотели равнять. Да, да. Потому что, с одной стороны, честно говоря, я, может быть, сделал так же, как они. Нет, я бы... Потому что резать четверть вот так, как предлагают, потом варивать сюда арку, потому что четверти ржавые продаются с жуками. То есть надо варивать четверть, варивать арку, это будет слоями налеплено. Тут все завод осталось, я, может быть, тоже так здесь же Понимаешь, что это было делать? Одну латку такую, которая там типа выгибается. А тут нахлёст, да, чтобы ребро-то сделать. Чтобы было какое-то ребро. И тогда было бы и это жестко, и шпатлевки было бы меньше. Потом еще споттером это нужно было бы. Хотя здесь, видишь, споттером тянули.
Вот, это точки от споттера. Но Но сейчас- они так вытянули, что здесь бугор, здесь ямка, здесь бугор. Как они тут тянули, хер пойми. А я тебе так скажу, это были ровные листы металла, они варивали ровные Это листы. понятно. И гнули как получалось. Но по сути, вот здесь спектр. видно, что завод. Здесь, да. идет Здесь, завод. да, вот. А если я... Нет, неправда. А не в этом если дело. я буду варивать четверть, мы можем лохануться с этой четвертью. Я не попаду в люк, либо съедет и по швам будет криво, либо с люком лоханемся. Также здесь шпаклом и здесь по бамперу вниз, то здесь может быть влага скапливаться. Нет, если подожди, рез и делают нить будет вот здесь. так, на ровной поверхности. Я понимаю, там один человек продает, у него столько спилено. Да, да, вот так и делают, А на тонком вот. месте. И все, там Но- вообще никаких проблем. Но, честно говоря, не хочу. Это гемор жесткий. Это жесткий Очень гемор. жесткий гемор. И это очень сильная такая, скажем, ювелирная работа, потому что с этим можно лохануться. И потом хер в зазоры попадешь. Не, с И этим не лоханешься, тут потому что можно ты наворотить. высверливаешь по точкам, все идеально высверливаешь по точкам, просто работы много. И Короче потом, говоря- и потом также идеально запихиваешь все на место. Короче говоря, эти минуты разговора я к чему веду? Я веду к тому, что Сереге надо покрасивее. Я не хочу тупо резать больше металла, потому что здесь все завод, здесь больше швов нету. Арка сама тоже родная. И чем меньше резано, меньше варено, тем меньше металл, говорится, мучается, и свойства металла мы меньше теряем. Поэтому... Это было заметно, да, это неприятно, да, это вот смущает, но это не смертельно, потому что это не силовой каркас, это скорлупа, внешняя оболочка ударена. Поэтому это не так расстраивает, потому что все остальное цело там по заводу. Сама арка, внутренняя часть, стакан, все цело. Сверху тоже стекло родное, крыша там не вытягивалась, пол не выравнивался. То есть это смущает тебя, но это не повод полностью отказаться от этой машины, поэтому я не отказался. И самое главное, что силовой каркас не задет, потому что резину не жрет, машину никуда не тянет во время движения, то есть побочных эффектов нет. Вот что опасно. Важен силовой каркас именно, чтобы лонжероны, силовая структура кузова, стойки, там крыша, пол, это все не гнулось, не повреждалось, не вытягивалось. Хотя много чего можно подчинить, конечно же, но все равно это риск. Здесь такого риска нету, здесь риск минимален, поэтому меня это не спугнуло. И многих людей даже не смущает вытянутые лонжероны, вареные рамы, то, что вот посмотришь, в США покупают, там вот недавно Джету смотрел, продавалось, там, блин, лонжерон вот так вот вывернули, как отогнули и сюда, и вперед, как-то там морду собрали на фотках-то хорошо видно, с 5 шагов сфоткано, а так и людей это не смущает. Но вот езжу уже больше полугода, резину не жрет, никуда не тянет, отличная управляемость, поэтому никаких проблем. Кто-то также скажет, что нужно было вырезать полностью четверть. И, как я сказал, это очень ювелирная работа, потому что всегда можно лохануться. Лохануться с зазором чуть выше, ниже можно ошибиться. Зазор по двери уже будет плавать. Люк топливного бака может не стоять там, где фонарь, стекло, все остальное. И у людей может сложиться впечатление, там на миллиметр-два ошибка сразу будет бросаться в глаза. И у людей может возникнуть впечатление, то, что там удар гораздо серьезнее, чем есть на самом деле. Что там вся бочина была ударена, что там, может быть, вытянули и стакан, и лонжерон, может, гнули. Вот вся эта часть, сразу складывается впечатление, что серьезнее ДТП было. Гораздо серьезнее, что, может, заднюю часть там смяли и выгнули, как получилось. И самому потом будет неприятно смотреть, да, ты четверть вроде бы вварил, вообще классный элемент, 0 шпакли, но ты смотришь, у тебя, блин, взоры гуляет, и мне самому, честно говоря, было бы неприятно на это смотреть. Так мне смотреть гораздо приятнее, лично мне. А делаю я себе. Там все остальное родное и нетронутое. И мне не хотелось это все выпиливать, и чтобы потом по шву там может где-то ржавчина, где-то влага может попадать. Мне тут не хотелось все это резать. Просто все остальное пожалел. Все остальное заводской металл. Я этого не хотел делать. Ну что, самое главное. Первое. Материал куплен. Вот с пакетами, с гостинцами сюда я уже приехал сразу. От B6 там кое-что осталось. Да, в принципе, понты там на 1-2 элемента осталось. Ну, пушечное сало, за исключением, где можно вот низы двери обделать. Так, а в принципе, вообще больше ничего. Потому что один рулон скотча или полрулона осталось. И немного материала там на 1-2 элемента буквально, не больше.
При поиске, то, что я снимал видео, таких машин было 4 штуки, 2-литровые БЛБ именно, потому что 2-литровые были 8 клоп, я искал именно БЛБ 16 клоп 2-литровый. 1.9 не рассмотрел вообще в принципе. И меня пугало то, что может быть проблема с порогами, потому что ни один владелец не дал подкрылки снимать и лезть туда, что откручивать под пластиковые эти накладки на порогах. Единственное преимущество, что у всех этих автомобилей, у всех абсолютно, не было защит днища. Я мог хотя бы на днище посмотреть нормально, потому что вообще ни один не давал ни хрена откручивать и лезть. Смотреть, машине 17-18 лет, что ты хочешь, типа так вокруг походи. Потом пороги меня пугали, но обнадеживало еще в тот момент то, что ни в одной машине я не могу пороги нормально посмотреть. И цена не сильно высокая за пороги. Вот пороги заказал, 62 рубля один порог, заказал 2. Разумеется, но с доставкой это 139 рублей, 15 рублей за доставку. В принципе, по-божески. При вас скрываю, тут ничего не разыгрывал. Сам первый раз их увижу вживую. Вот как есть. Белорусские, Польша, Чехия еще на них не штампуют пороги по заводу. Если как взять B3, B4 в свое время, я там спилил. И, кстати, B3, я знаю, вы сейчас начнете, блин, ты про одну машину снимаешь, поминаешь другую, 10 секунд дайте. В B3 пороге польские встали, как к себе домой. Под уплотнительные резинки все вырезали, поставили, сварили пару точек, все, стали как родные. А здесь белорусская штамповка, но здесь не так все жестко будет, как на B3. Все, забыли, только об этой машине говорим. Вот, в общем, пороги есть. Слава богу, что цены еще божеские за эти элементы. Также в процессе работ выяснилось то, что крыло переднее левое полнейшая труха. Варить салатками вообще нету никакого смысла, да и видно было при покупке, что придется его все-таки менять. Я думал, что если плохо, можно подделать, на год-полтора его хватит, а потом пластиковые поставить. Потому что Серега на свои пластиковые поставил, и вроде тоже это как подопытный кролик получается. На его дюхе все нормально. Думал, если что, себе тоже поставлю пластиковые, париться не буду. Но правое еще относительно живое, а с левым повезло. Нашел за 145 рублей, сейчас мы увидим, в каком состоянии, даже поворотник подарили, то с пластиковыми, получается, история отодвигается на неопределенный срок. А может, пластиковые вообще ставить уже не буду. Потому что правое еще более-менее живое, да и правое тоже есть более-менее живое, если что, можно тоже потом поменять. А левое вообще целка. Ну, мне лично нравится. Вообще красиво. Где никакой ржи. Внутри тоже без жуков. Потому что это крыло, напоминаю, 145 рублей плюс доставка 25, 170 рублей. Вместе с поворотником там за 15-20 рублей его можно кому продать, если ему кому-то нужно. Хотя на B4, кстати, не подходят. На ВАГ тех годов, там, по-моему, Шараны, Галакси, ну много куда эти поворотники идут. Они стандартных размеров, на многие ВАГи тех лет они идут. Самое главное то, что продавались за 128 рублей, за 130 рублей. И вот эта внутренняя часть вся рыжая была. То есть по-нормальному покупаешь крыло, все равно надо счищать, песочить, обрабатывать. То есть разница там рублей 15. На материалах отыграешься гораздо дороже. В общем, неплохо. Что скажешь, сенсей? Огонь. Ну зайди ты в кадр, ё-моё, пускай народ на тебя посмотрит. Меньше и уже хорошо. Ну да, Серега рад, да и я рад, собственно, потому что... Я сблизи не видел, дай посмотрю. Да, здорово, пацаны. Да, вот смотри. Не, ну там женских просмотров 3-4%. Неважно, девочкам всегда нужно уделять внимание. Вообще пушка. По сравнению с тем, что у тебя было, это идеал, поверьте мне на слово. Вы скоро увидите. Не, ну идеал не идеал, Всё, я уношу. но это реальный идеал. Внутри не ржи, смотри сам. Вот, помнишь, что я тебе показывал?
там на 2-3 сантиметра уже внутренние части гнили, то, что не показывали. Да. А тут и поворотник подарили, блин. Можете самостоятельно заняться сравнительным анализом. А здесь немножечко похуже. Чуть-чуть просто. Немного, ну и все. Крышка багажника уже стоит здесь моя. Родная, уже мы эту накинули. С Серегой вставки, я думаю, вставлю. Вы это все увидите. Конечно, вставки будут немного более быстром формате, чем это все длилось. Это, ну, около минут 40 мы перекинули. Конечно, с проводкой самая главная проблема была. Постоянно все подключать и потом обратно. Ну, сто 500 фоток, но крышка стоит, все нормально. Потом уже замок все навесим, когда уже будет покрашено, потому что сейчас замок не ставили, потому что мы потом хрен ее откроем, потому что в машине куча барахла. По крышке очень рад и спасибо Андрюхе, то, что он меня подогнал, потому что здесь, помимо того, что жуки, да, это можно было делать, она сгнила изнутри. Почему? Ребят, тут многие... может потом на... Я не знаю, когда видео выйдет, потому что не вышла ни первая, ни вторая часть, ни про B6 ничего не вышло. Опять другую машину упоминаю. Но это важный момент, это важно понимать. У этого автомобиля точно так же был забит омыватель заднего дворника. Помните, если... Плейлист я оставлю, разумеется, насчет этого автомобиля. Вы можете посмотреть на серию там, или на две ранее, там, где я менял. Я заменил механизм на дворник и подсветку номера. Ну, соответственно, с кнопкой открывания крышки багажника. И там, ну, ржавчина внутри. Ее забило давно, дворник не работал. Там ржа уже натурально, там годами, это может уже и 10 лет. Я работал этот чертов дворник, и... То же самое мне в B6 вышло, что запаковался дворник в свое время, и я вовремя туда полез, потому что омывайка идет, форсунка забита, омывайка идет назад и подтекает все, и эта ржавчина была на крышке багажника. Почему? Я ей пригнал Сереге крышку багажника чистить, потому что уже была натуральная ржа. Вовремя сделали, вовремя устранили. Когда снимать обшивку, это не только Audi, любой машины, это касается в кузове универсал. И чистить форсунку омывайки заднего дворника. Потому что сгните нахрен крышки багажника. А крышки багажника не будут стоить, как мне. Она мне встала в $15, да. Но вам это выйдет дороже, вы такой не найдете. Мне по старой доброй памяти и дружбе ее подогнали.
Новый капот. Капот тоже надо менять, поэтому сразу новый капот. Пороги переваривал хороший человек по имени Игорь, и отдельно Игорю спасибо, во-первых, за результат. Результат потрясающий, но об этом чуть попозже. Самое главное то, что да, переварить можно, но как переварить, второй вопрос. Как вы заметили на видео, сам порог, он идет прямым кантом. Ну, это белорусская штамповка наша. Но вначале это не так смущает, потому что там еще родное закругление мы оставили, там спилили, и дальше порог основной пошел. Но у задних дверей, когда уже 2/3 двери, длины двери закончилась, и уже на 1/3 остатка дверей, там заводское сужение идет порога, такая вот форма интересная. И Игорь приложил немало усилий для того, чтобы придать этому ровному порогу вот эту заводскую, которая у нее отсутствует, это заужение, закругление такое. Игорь сидел немало времени, там 250 раз все вымерял, я думаю, что он так возится уже, но сделал просто идеально. Он придал форму этой штамповки, загнул, и когда приварил, ну, все как по заводу, зеркальное отражение как так и было, просто идеально. Поэтому немаловажно, кто вам делает автомобиль. Что сделать можно по-разному, приварить можно, но самое главное, чтобы это выглядело красиво, классно и аккуратно. Потому что можно приварить эту прямую штамповку, но потом вы накладки эти пластиковые нормально не поставите, и будет полный колхоз. Там скапливался песок, влага, и вот в этих местах там видно, где очень много песка на накладке, там вот в этих местах и коррозия, вот дырки понаходились. Хотя можно было бы переварить латками это все, избавиться меньшей кровью, но не пойдешь против совести, себе же делаешь, это не перекупские уже движения, а так хочется, чтобы было хорошо, красиво и надолго. Поэтому пороги под замену. Пороги переварены, крышка багажника установлена, новый капот тоже уже стоит, и начались работы по подготовке к покраске.
будет интересовать это место. То есть удар был вот по этой вот части. Шпакло сидит вот здесь вот. Вот в этой части. Здесь все целое, не вмятин, ничего не выгибалось, не вырезалось, все целое. Вот именно эта часть шпакле. Вот именно это. И для тех хейтеров, кто может сейчас что-то написать в комментах, скажу так. Шпакло нанесено не на ржавый дрявый металл. Металл обработан, как вы сами заметили, там все живое, все целое. И как практика показывает, были знакомые, у которых были, ну это в основном микроавтобусы, потому что там элементы более дорогие. Это вот Мерседесы Спринтера, Форда Транзиты тоже знакомые, также выгибали, варили латками и обрабатывали, шпаклом затягивали. И, как правило, гнило все вокруг, а этот элемент оставался целым. Так что уже я оперся на практические, скажем так, примеры, которые были на практике. И также у меня было зашпаклевано крыло на B4. Переднее левое, пока мне спринтер его не снес. И тоже, когда снесли, мы сняли. Где шпакло лежало, тоже было хорошо обработано, металл там оказался целым. Поэтому я не боялся и решил делать именно так. Потому что все остальное резать, ну, мне кровь по сердцу, я не дал этого делать. Результат вы увидите в следующем видео, и оно не последнее, будут еще и технические видео, будем дальше машину дорабатывать, считать затраты. Это проект не про кузовной ремонт, как кто-то подумал в прошлом видео, и был коммент об этом. Это в принципе про ремонт и восстановление этой машины. Кузовной ремонт — это какая-то часть, может быть более глобальная среди всех остальных, но это часть темы общей, но не основная ни в коем случае. Поэтому видео будет выходить. Кое-что я с ней сделал, но вас еще в это не посвятил. Поэтому ждите новых видео с ней. Проект не заканчивается, он только набрал обороты и он продолжается. Машина заехала в бокс темно-серой. Благодаря грунту она стала практически полностью белой. Ну а на сегодня пока все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, расскажите о нас друзьям, делайте репосты. Счастливо!